А вы вторую часть Нордоста-то смотрели? Нет, Не я хотите? не хочу. Вы пытались добиться каких-то компенсаций? Я просто была в таком состоянии, как бы невменяемом. Я очень долго не могла в себя прийти, как бы, и понимала, что у меня ребенок на грани жизни и смерти. Мне надо было его выволакивать, и папа у меня парализованный лежал. Вы очень красивая. А вот вы до теракта были веселые? Да, я была совершенно другой. То есть меня, кто меня сейчас знает, меня вообще не узнает. Говорят, что это вообще не я. До того, как случилось, было очень много друзей, да. Когда случилось, не осталось почти никого. А с чем вы это связываете? Ну, потому что появились трудности, а, наверное, чужие трудности никому не интересны. Ну, наверное, так. Я не знаю, как по-другому объяснить. Ну, это выбор людей. Я же не могу заставить со мной общаться. Ну, нет, значит, нет. Когда родилась Злата? А вот родилась 13 февраля 2003 года. Это была последняя моя надежда, последний мой шанс, чтобы у меня был ребенок, долгожданный мой ребенок, единственный. Никто не понимал, что из этого будет, как бы, как воздействие газа и что это будет. Когда родилась Злата, что-то было понятно, что... Нет, она очень сильно орала. И потом они мне приносили, она мне даже не могла взять ни грудь, ничего на свете. Она была вся в красных пятнах. Третий день в роддоме просто перевернулась. На пеленальном столике не принесли мне, и она у меня. И они говорят: о, какие развитые дети, сейчас станет и пойдет. Ну, вроде сначала, да вроде ничего, да вроде как все ха-ха-ля-ля, вроде как все хорошо. А пришло время садиться, вставать, а мы не садимся, не встаем. Ну, год 6 нам поставили церебралку. Занимаюсь верховой ездой, Раз, стрельба из лука, два, рукопашный бой, 3, отойду. лазаю на скалодром, 4, занимаюсь в киношколе без границ, 5. Одной руки мне уже не хватило, давай дальше. принимаю участие в конкурсах, в олимпиадах, в фестивалях. Это должна говорить или ты должна что-то... Говорить, именно говорить. Движения пока что хромают, но говорю я прилично. Она действительно у меня золото. Я когда называла, меня очень не могла долго назвать, а потом мне как обухом по голове там имя Злата так. А вдруг меня не станет? Вы вспомните меня. Вы вспомните ту девочку, которая, любя, вас возносила к звездам, которая когда-то поверила в людей. Она тогда не знала, что век настал судей. О, люди, вы не знали, что совершили вы, что вмиг вы разорвали в душе ее мосты. Бросали камни, палки, кричали ей вослед, она вам улыбалась, так искренне в ответ. И вы не представляли, что каждый новый день она вверх поднималась на новую ступень. Она ведь так хотела такой же птицей стать. Она ведь так хотела со всеми полетать. Но вы же показали, что крылья ей чужды, что высота и воля — все детские мечты. А это про что? Про мою жизнь, про все пережитое мной за 16 лет. Про особенных детей, про их жизнь, про нашу инклюзию. Ну, потому что там говорите, что лукавит душой, когда в школах нет пандусов. А ты можешь подняться? Я с трудом. То есть мама должна находиться постоянно со мной. Бесит? Ну, конечно, я же подросток, мне же 16 лет, и я хочу жить своей подростковой жизнью. Школа не принимает таких детей. Я попробовала сходить в лицей в наш, сдать там тест. Это здесь, на районе. Меня не взяли по одной причине, потому что у меня не успевает рука за всеми. У меня было ни одной орфографической и ни одной пунктуационной ошибки, но зато у меня были пропуски. Те красные галочки, которые мне помешали туда пойти. Как только ребенок с ДЦП приходит в обычную школу, его все, вплоть до учителей, начинают считать ошибкой природы, скажем так. Нам это часто по жизни, таким детям, говорят, что
ты вот это не можешь, ты ошибка, прям так и говорят тебе. Ну ладно, брось. Да, прям так и говорят. Ай, Рошаль, когда попросили его, позвонили, то есть, ну, он же там был, как бы, думал, может быть, какая-то помощь со стороны его. Я никогда не забуду его слова, когда он звонил. Он сказал, что сейчас к вам, типа того, Дауненка приведут после Нордоста. Ты про так сказал? Да, слов нет. Мгм. И, кстати, его заключение есть, где написано, что диагноз дифференциальный такой между токсичной энцефалопатией или ДЦП. Ну, такой вопросительный знак. И с этим заключением он меня отправил в НИИ педиатрии. После этого больше я к Рошалю не обращался. За год и 6, но стоит официально в справке по инвалидности детский церебральный. Ну, плюс органическое там поражение, соответственно, там. Ну, плюс сопутствующий у нас пилясма и так далее. В моем случае произошел страшный теракт. И до сих пор никто не может определить, что со мной и как со мной. Поэтому я не знаю, сегодня будет мой последний рассвет или же он будет завтра. А у тебя что, приступы? Приступы и страшные мне увозят на скорой. Ну это как судороги, да? Это даже не судороги, это неизвестно, я не могу это описать. Каждый приступ, он тяжелый по-своему. Злата считается жертвой теракта? Нет, не считается. Я даже писала в прокуратуру. Ведь прокуратура мне вообще написала, что то есть раз нету ребенка на данный момент, значит, она не потерпевшая. И когда я хожу за помощью ну, ей, за какими-то там компенсациями, там, они мне один раз заявили, что а не хотите ли вы отдать ее как бы в детдом или в интернат, а сами пойти зарабатывать деньги. Если вы не можете ее содержать, типа того, отдайте ее, идите работайте. Это нормально? А вы сейчас формально числитесь на пенсии. Пенсия это сколько? Ну, моя военная 19, сейчас вот подняли на 1200. Слушай, я, честно говоря, когда вот сюда ехала, я не думала, что ты так по-взрослому все это понимаешь. Безусловно, я это понимаю, как иначе. Я вам больше скажу, я с детства очень хорошо понимаю эту жизнь и вообще, как в этой жизни все устроено, как люди живут. И с самого маленького возраста я понимала, что отличаюсь от других детей. Мгм. Когда, вот, например, я поднимаюсь по лестнице или спускаюсь, стоит человеку пройти рядом со мной, и я уже теряю равновесие. А, то есть ты отвлекаешься, да? Стоит немного? ему зацепить меня, и все. Меня на лестнице уже нет, я где-то там внизу. Поэтому я не могу ездить в лагеря, я не могу учиться в нормальной школе, я не могу ходить на какие-то секции, кружки, предназначенные для здоровых детей. Вы часто вспоминаете 2002 год? Ну, конечно, каждый день, потому что у меня ребенок каждый день о нем напоминает. И все состояние здоровья, и борьба за справедливость, за эту жизнь. Сколько стоит реабилитация Златы в год? Ну, в районе, наверное, 3,5-4 миллионов-то, наверное, если так вот рассчитывать, то будет. Где вы берете эти деньги? Я хожу, молю фонды, людей, соцсети, чтобы собирали, помогали. А что мне остается делать? Я падаю ниц, прошу. А мне деваться некуда, мне как надо ее поднимать.